Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, что подскажут карты. Будем реалистами. Любой расклад не расскажет о вашей личной истории. Но я надеюсь, что вы переложите ваши задачи или что вас сейчас беспокоит на метафору карт и какую-то подсказку для себя получите. А также приглашаю вас на свой сайт. Оставлю ссылку в инфобоксе под видео. Там статья «Гороскоп на май 2024 года» для всех знаков зодиака, именно планетарный гороскоп. Я приглашаю вас прочитать, может быть, даже по асценденту, по Луне. Когда мы ищем подсказки, мы никогда не знаем, что же нам поможет в каком-то важном решении. Мы обдумываем свою ситуацию, и слушая расклад, каждый все равно думает о чем-то своем. Поэтому я думаю, если совместить где-то Таро и тот гороскоп, который планетарный, ну, что-то и прояснить мы сможем намного точнее или быстрее. Мы идем дальше, и наша первая карта, что важно знать на эту неделю. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что же вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, чему-то вы не придаете значения. Дела, работа, бизнес. Энергии смотрим. Энергия денег. И личная жизнь. Что же важно для вас? Ну, тут прямо обнуление какое-то. Или вы что-то можете кардинально передумать. Двигались в одном направлении, здесь приходит новость. Или событие, какой-то важный разговор. Ну, предпосылки могут быть разные. И вы можете изменить именно направление. Начать заниматься новым делом. Или что-то вас может вдохновить. Или окончательно прояснится какая-то ситуация для вас. И вы примете важное решение. Все же есть по нулевому аркану начало. Начало чего-то нового. У кого-то из вас новые отношения такое тоже могут проиграться. Или вы планируете изменить свой статус, мои дорогие. Об этом тоже все же старший аркан. Или есть еще какие-то обстоятельства вокруг вас, которые вас заставляют куда-то отправиться. Потому что обстановка такова вокруг вас. Но не подвергнуть себя риску будет важно. И в то же время надеяться на самих себя. Неожиданности, победа. Шикарно. Тут победа – это в принципе победа. Это ваша теперешняя сильная позиция. Но о чем нам говорит карта? Не расслабишься. Нужно удерживать тот статус, который вы имеете. Ваше доброе имя будет для вас очень долгий срок, очень важно. Ваши выверенные действия. Или если вы приступили к осуществлению какого-то проекта, это тоже следует продолжать. Это карта отчасти не только победы, но и настойчивости. И у вас это в неожиданностях. Есть какое-то известие, которое, правда, с одной стороны радует, с другой стороны открывает какие-то перспективы и дает вам вот это ноу-хау. Я теперь точно знаю, как мне действовать. Сильная позиция. Но надеяться и не сглупить где-то будет тоже все же важным. Нулевой аркан, что важно знать. Чему сейчас не время? Не время с кем-то ссориться, увеличивать дистанцию конфликта, не время кому-либо доказывать именно собственные приоритеты или почему вы вот так именно считаете должно быть, а не как-то иначе. Все то, что обостряет отношения с людьми, этому не время. Тут скорее помогает быть дипломатом и принимать Соломоново решение. Давайте откроем карту, что же помогает на самом деле. А когда вы вообще смотрите в горизонт, с другим кругозором, с другими возможностями, вы правда тут можете для себя принять либо важное решение и куда-то отправиться, либо измените свое направление. Сама по себе тройка жезлов и говорит, а какая сильная позиция, это есть значение якоря. Ну и человек буквально нам нарисован, он повернулся спиной к прошлому. Все, есть то, что у вас сейчас в центре ваших приоритетов. И вы точно знаете, как вы будете действовать. Ваш точный план, может быть, тезис-план, мои дорогие рыбы и рыбки, вам тоже будет помогать. И это всегда какие-то новые горизонты, новые возможности.
И где-то вы правильно думаете, мои дорогие. Давайте посмотрим, что же скрыто. А правда, что-то передумать, кому-то сказать нет, или вы можете сказать, что нет, я раньше думал или думала, что буду заниматься этим проектом, теперь нет, я переключаюсь на что-то другое. Есть пажу мечей, когда мы, с одной стороны, признаем свои ошибки, и у нас нулевой аркан вверху. Поэтому вы можете признать собственную ошибку, что да, я собирался участвовать в каком-то проекте, или я собиралась идти обучаться чему-то. А здесь вы поймете, да нет, это не мое направление. Дай-ка я вот немного другой курс возьму. И такое может быть. Мы признаем свои ошибки, потому что мы очень здраво оцениваем обстановку вокруг, свои собственные возможности, как это будет продолжаться в дальнейшем, или насколько хватит наших сил, как глубоко мы должны или можем в какую-то тему окунуться, или имеем еще какие-то возможности. И благодаря такому рационализму мы перестраиваем себя в какое-то другое направление. Ваше окончательно с чем-то может быть решение. Для кого-то из вас вопросы с вашими детьми, и вы узнаете какую-то новость. И так тоже может быть. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, решение. И вверху у нас шестерка жезлов, карта победы, которую нужно и как и сохранять. Но есть уже и тот фарватер, который вы точно знаете, туз. Чем я буду заниматься? Или какое направление творчества, деятельности, или как я буду оформлять документы, куда я пойду, или вот что вы там себе задумали, или как я буду переезжать, у кого-то переезд будет в центре внимания, каким методом я буду действовать, или как я это буду осуществлять. Если нулевой аркан говорит еще ноль, хаос перед началом творения, то туз жезлов – это уже точка отсчета, это уже один. Я точно знаю, как. Вот в каких-то рабочих, деловых, вопросах бизнеса или вопросах обучения, делах вы для себя четко с чем-то определяетесь. У вас что-то получится, и победа не за горами. По деньгам придется, ну, так я не могу сказать, что подвязать поясок, но все-таки два пентакля, и в колоде карт есть такое значение, как будто нам вообще мы обойдемся двумя пентаклями. Имеются в виду самые необходимые расходы. И карта говорит, несмотря на то, что у вас есть карта победы, и нам говорят про сильную позицию, но не время тратить деньги. Тут больше разрабатывать себе концепцию или от чего-то оттолкнуться, каким образом в последующем ко мне будут приходить деньги. Вы можете по этой карте отправиться куда-то, как спонтанная поездка для того, чтобы прояснить себя что-то в другой местности, выяснить какой-то вопрос или оформить какие-то документы, чтобы получить больше ясности. По этой карте мы как раз легки на подъем. По этой карте мы рассматриваем все предложения. И когда вы пробуете себя в каком-то новом деле, а у вас получается лучше, чем у профессионалов, и в последующем даже изучение чего-либо вам принесет доход. Вы можете с чем-то тут, правда, определиться даже в плане обучения, прохождения каких-то курсов или дополнительных сведений. Или кардинально для себя решить, что я буду получать еще одно образование. И если прежде вы думали в одном направлении, здесь вы можете что-то переиграть. Но прогресс – это еще только вы работаете над этим прогрессом финансовых. А теперь на этой неделе все же так вот по минимуму нам говорят карты. В личной жизни, правда, какой-то творческий проект или конкретный человек, с которым у вас разница в возрасте, такое может проиграться. Паш Пентаклей. Может быть, кто-то будет вообще больше занят собственным продвижением, обучением чего-либо. Или вы будете заниматься вопросами детей, правда. Дети обучаются. У вас несколько карт, которые говорят о новых направлениях, так и о новых начинаниях. Причем с учетом старшего аркана. Поэтому обновление в какой-то из сфер вашей жизни может потянуть за собой остальные сферы жизни. К примеру, вы решили получать образование и пойдете на курсы, а там вы можете познакомиться у кого-то так. Или вы развиваете отношения с тем человеком, с которым вы познакомились недавно. И он привносит вам
Ну, новые мысли, свежие знания. И вам становится интересно это направление, и вы тоже можете пойти что-либо изучать. Есть определенная взаимосвязь между вашими планами, между где-то и личной жизнью, между вопросами заработка денег и последующим прогрессом на будущее. Вот такая концепция у вас может быть в центре внимания на этой неделе. А для кого-то плюс ко всему этому далекие берега и еще и переезд. Интересно, мои дорогие рыбы и рыбки, буду благодарна вашим комментариям. Пусть у вас все получится. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.